Доброе утро! Сегодня 14-й день, и мы в Ташкенте. Вчера я поехал на границу с Узбекистаном, и получилось так, что я поделюсь немного эмоциями. Получилось так, что я заехал в Куркат, такой населенный пункт перед границей, а граница находится в Бекабад. Название, конечно, сложное для меня. И в Куркате заехал, думаю, на последние вот эти самани надо заправиться, там 215 самани у меня было, я даю на заправке, мне говорят, ну, может быть, вам надо больше бензина заправить. Я такой, да нет, я говорю, мне как-то, хватает. Такой, да может быть, до полного заправим. Говорит, влезет? Я говорю, ну, так-то влазит. Я говорю, ну, мне неудобно это брать. Мне вперед, короче, говорит, да, все нормально, вы гость. Вот на заправке, там одна единственная вроде в городе заправка, и вот молодой человек мне помог в Куркате заправить полный бак, прям, а второй, короче, он заливает, и он до отсечки аж прям, знаете, у меня со шлангов побежало, полный бак аж переполнился. Я говорю, ты куда столько льешь-то? Он не заметил, короче, или пестик не отстрелил, или что. В общем, вот так вот. И потом я такой, там постоял, заправился, поговорил, все. Перед границей, думаю, пока связь есть. И получается, я уже отъезжать, я говорю, вот спасибо там большое там за то, что это заправились и такое. Мне такие, а может вам еще там что-нибудь надо, воды там? Я говорю, да не надо. И все, и получается, я выезжаю на Бекабад, на границу, а мне приезжаю туда, мне говорят, это только внутренняя граница. Я думаю, да блин, опять не туда приехал, да что такое? Пока я рассказываю, можете наблюдать за прекрасным городом Ташкент, страны Узбекистан. И получается, я поехал до следующей границы, международной, Бустак, называется населенный пункт, рядом с которым. И, я так помню, Чанак, населенный пункт, в котором вот граница. И туда я приехал, и получилось, что я там прошел без очереди, я влез. Сначала кто-то говорит, нужно стоять в очереди за всеми машинами и тому подобное. Потом я поехал, спросил тех, кто реально там на посту стоят, говорят, да не, без очереди, заезжай на мотоцикле. И все, я без очереди, но все равно очень долго проходил я границу, часа полтора, наверное. Блин, не могу я снимать город и рассказывать, надо себя показывать. И, в принципе, все нормально. Единственное, что больше, наверное, бумажные волокиты, какие-то транспортные оформления. Знаете, когда в Таджикистан я заезжал, я сделал как? Просто там сразу на посту, там тебе выписывают, платишь и поехал. А тут зайди сюда, заплати сюда, сходи здесь, посмотри туда. И, короче, ввоз транспортного средства на мотоцикл в моем случае стоил мне, они говорят, какие деньги есть? Я говорю, самани у меня нету, говорю, есть сомы и, говорю, есть рубли. Давай, говорю, 200 рублей. И все, 200 рублей я заплатил. Самое такое, что мне не понравилось, мне пришлось снимать кофры. Вот когда я ездил на Кавказ, да, меня много шмонали в Казахстане, что мне не нравилось. Прям выворачивали все. А тут говорят, чтобы осмотреть вас досконально, давайте снимайте все 3 кофра и идите через рамку, проходите. Не из приятных, конечно, процедура. Надо было их таскать и все такое. И еще, получается, они фонариками пытались осмотреть. Я им открывал бардачок, заднюю сидушку, где аккумулятор, говорит, стоит, давай там сидушку, водительскую. Я говорю, она не снимается. Они так посмотрели, потом мне давай там на выезде не только там квитанцию, эту смотреть, давай мне что-то про Россию рассказывать, про семью, про все это. Я думаю, да сколько мне крепить могут, И и 1,5 часа, и потом я ехал. Я знаю, что здесь есть штрафы, и причем они крупные за то, что нарушаешь, там скоростной режим такой же, как у нас, только у нас на 20 можно допустить, погрешность, нарушить, грубо говоря, а тут на 5 километров и пришлось в населенном пункте 65 ехать, а в
таких 90 за пределами населенных пунктов, 95. И знаете, весело наблюдать со стороны, когда вот со светофора толпа такая трогается. Все такие на километр на что-нибудь там пытаются друг друга опередить. И все едут вровень практически. Кто быстрее стартанул, там набрал 65 и все, едет. А остановился я у Александра, с которым мы... Как это называется-то? Остановился я у Александра, с которым мы познакомились в Калайхумбе, да, мы проехали до Душанбе, который мне всю дорогу помогает. Вот он живет частично в Узбекистане, в Ташкенте. Я напросился в гости. Спасибо ему еще раз. Сейчас здоровье немного, опять желудок там. Видимо, я опять что-то съел не так, или это еще не прошло, короче, дает слабину. Пока он пошел на работу, я схожу до магазина с резиной, посмотрю, какие цены. Скорее всего, я буду отсюда выезжать уже на Россию. 2500 километров, я надеюсь, покрышка выдержит, но все-таки хочется узнать, какие местные цены на резину. И сегодня повидаем какие-нибудь красивые виды. Типа надо уже поставить галочку. Типа я был в Ташкенте, я видел то, я видел все, ел это, ел то. И уже выдвигаться на границу. И это, наверное, уже будет завтра. Саня говорит, да, без проблем, задерживайся, сколько влезет. Но я... Совесть мне не дает. Как бы, да, я в наглую приехал, да. Но, блин, совесть не дает наглеть. По возможности надо быстрее уезжать, осмотреть тут немножко и отсюда. Мотоцикл у нас стоит, припаркованный, уставший коник, педалашка. Виды с 10-го этажа, конечно, тоже прекрасные. Аж ноги тут подгибаются, балкон тут зачетный. Я стою, мне страшно, но надо же как-то вам показать, поснимать. Это не на перевале 4600. Тут балкон 10-го этажа, который выглядит, конечно, не особо крепким. И раз он открытого типа, мне вообще голова аж кружится. Но, как говорится, до следующего включения. Просто пошел резину посмотреть и удивляюсь. Просто, ну, я нахожусь в столице, да? Как бы меня вот это вот... Я понимаю, что я не в центральном там каком-то районе нахожусь. Не взял с собой ни микрофон, ничего, чтобы писать. Просто мое удивление записываю, что я иду, и здесь везде грязно, везде мусор валяется. Воняет, знаете, вот собаки нагадили, и причем пару лет они здесь гадят. И вот аромат такой стоит, что дышать нечего. А еще у них сервисы как сделано. Приходишь, блин, вот каналюга здесь воняет вообще. Короче, сервисы как, у них ни сайтов нету, чтобы вот, ну, у нас как, зашел на сайт, посмотрел, все, разобрался и заказал там, или с ценами определился, и все, знаешь, куда ехать, что делать, кого что брать. Тут ни сайтов нету, знаете, дают номер телефона, вот сначала позвоните туда, может быть, там где-то что-то найдете. Вообще капец. Пришел в крупную какую-то компанию, здание стоит здоровенное, сзади там видно, что склад с покрышками. В итоге заходишь, на первом этаже какой-то администратор, толком ничего не знает, на втором этаже, говорит, продают. Туда заходишь, там никого нет, у нас как сделано. Заходишь, сразу вот тебя встречают, вот какие покрышки, что надо, короче, сразу представлен ассортимент, тут ничего нету. Ну, видимо, она, я не знаю, оптовая какая-то, может, компания. Короче, одни офисы, и в офисах никого нет. А еще вам покажу, как устроена вот внешняя вот эта инфраструктура, или как это обозвать. Они убирают возле своих помещений, и то не везде. Здесь вот заросло, везде вот мусор, но это еще немного мусора. Вот. Я не знаю уже сколько лет тут это все висит. Просто прохожу мимо здания какого-то. Там стоят мусорки. Там вонь такая ужасная.
И женщина что-то стоит там, перекладывает с мусорки, видимо, вытаскивает, перекладывает куда-то это. Вообще, что это происходит? Я поражен просто. Иду по улице, я бы не сказал, что она какое-то там захолустье, да, вот. Я сравниваю не со столицей, не с Москвой, там, в России, да, я просто, ну, Тюмень, скажете, вы тоже. Я в многих городах был, но прям такого я не видел. И идешь, и просто удивление, что вот они там где-то правительство или какое-то, видимо, госучреждение, да, там трава там подстрижена, все чистенько, ну, буквально вот 5 метров, все, грязь. Еще здесь торговая ведется, ну, это вообще. Вот, смотрите. Говорите, хорошо там, где нас нет, но я бы не хотел здесь жить, если честно. Это что-то. Да я в Пермском крае салфеткам удивлялся, люди там свои дела делают. Вот они в центре города это. Ну не центр города, в городе, в столице это делают. Это капец. И запах непередаваемый просто. Сейчас скажете, езжай в центр, да? Зачем мне вон показать? И я увидел, как они бизнес ведут, я понял, почему у них сайтов нет, я понял, как они здесь живут и какая здесь атмосфера и все такое. Ну, блин, все познается в сравнении, конечно. В Таджикистане в воду мусор кидают, здесь вон на улице мусор кидают. Че? Видите этих ребят? Они собирают мусор с каналии. Ну, вот идет сбоку канава, они с нее собирают мусор. И в что они ее собирают? Лопатами в какое-то одеяло. И это одеяло потом грузят в грузовую машину. Вот просто пакетами мусор лежит. Вот они из дома, видимо, взяли пакет мусора, выбросили, и все. Это просто слов нету. И это не какая-то глушь. Вы посмотрите, на какие здания тут стоят. Я обалдел вообще, просто-напросто. Все вроде покрашено, вроде все сделано, вроде асфальт, плитка, все. Ну зачем так срать-то вообще? У нас сегодня супер-мега тусовка. Не бюджетная, не с палатками, не в хостеле. А вот ездим по шикарным местам. Александр меня возит. Заехали в кафе в Разоре. Ресторан или кафе это. И решили поесть плов, попить чай и поесть супчику. Подлечить немного ЖКТ. И получается, сняли машину. Окс. Как машина называется? Chevrolet Onix. Аренда стоит 3600 в рублях. И залог где-то 24, да, тысяч, 25. Да, ну, где-то. Короче, 3 миллиона, да, сумм? 3 миллиона Вот. Сейчас мы... Что мы делаем? Это у нас завтрак, обед или обед и ужин? Слушай, завтрак в Узбекистане, на завтрак очень часто едят плов. Угу. Почему-то. В общем, у нас поздний завтрак. Потом садимся в машину и выезжаем. Как он называется? Червак. Червак. Червакское водохранилище. Да, будем еще поднимемся на Малый Чинган, на Подъемник. Ага. Оттуда тоже посмотрим. Я думал, мы пешком пойдем. Я не взял второй микрофон, но, короче, мы будем как-то так общаться. Привет. Да. Давай. Ташкентом я, конечно, удивлен. Давай. За знакомство, за встречу, за путешествие, да, за все. Ой, сладкий. Да. А почему они так любят сладкие? Вот Они что мы же- там, в Таджикистане, что здесь. Слушай, они же мусульмане, они не пьют. Ну, это лично моя теория. И так как они не пьют, им нужно вот эндорфины как-то получать из вот еды, из пищи каким-то образом. То есть я, например, хочу из пищи эндорфинов, я бахну бокал вина и буду кайфовать. А им нужно съесть вот что-то сладкое, печенье, поэтому ты можешь посмотреть на фигуры. У всех животы, вот у всех. То есть они едят много хлеба и едят много сладкого. И поэтому чай мне надо было попросить, чтобы без сахара сделали, я чуть не подумал, это мой косяк. Ну, может, мне наоборот, это углеводов побольше, чтобы, Хорошо, да, кстати, тебе надо. чтобы силы были. Короче, покидаем мы Бразери.
Идем к машине. И сейчас выдвигаемся только во сколько? В 3 часу дня. Выдвигаемся. Вон он, Оникс стоит. Так. Ну, сейчас поедем на водохранилище, на озера. Сегодня бизнес-тачка наша. Так, вашему вниманию представляем Червакский. Что это, водохранилище? Червакское. Дымка, конечно, все портит. Да. Так было. Основные горы. Вот эти здесь вот прямо. Называется Чимган, Большой Чимган. Ага. А ближе это Малый Чимган. Попробуем увеличить. Это, конечно, не Таджикистан, но своя красота имеется. Да. Это Тяньшань. Это почти. Что такое Тяньшань? Ну, Вот мне многие говорят, я не гуглил, и вот... слушай, ну Тяньшанский хребет, он чем знаменит вообще? Потому что там находятся как раз вот буддийские вот эти все храмы, то есть это же Тяньшанский хребет. А здесь, получается, самое начало, вот предгорье. М. Так что это горы эти вот Тибета. Начинаются здесь. Но Тибет и Тяньшань это не одно, нет? Ну, это как бы горный хребет, но по сути он, да, продолжается туда. Короче, надо будет почитать. А чё, куда мы едем? Мы едем на Чимган. На Чамган, на подъемнике советский. Да. И остановились в этом месте посмотреть домики вот эти, которые устанавливают. И на вид на водохранилище с другой стороны. Ну вот та лошадь-то прикольная, да, а эти-то стандартные лошадки. И то видно, хоженые, кормленные. Ты шаришь в лошадях? Ну не дрещевые же. Да. Я думаю, ты прям по породе так это арабская. Не. Ломовая проживальского. Мне кажется, тебе для контента надо полетать на параплане. Не. Ты экшн-камеру на голову, да, Да, повешь? да, да. М? Кстати, серьезно, для контента это огонь будет. Что-то. Ну ты видишь, ветер надул. Зато алабай какой-то дрещевый покус. Какой-то вообще. С прогрызанной задней точкой. А вот и мощный конь. Да, не тот двуногий, а вот внизу. Приехали прокатиться. Но не повезло, конечно. Подъемники не работают. Обслуживание идет какое-то. Воняет тут маслом. Как тебе подъемники-то? Подъемники. Как вид? Слушай, очень жаль, что мы не прокатились, потому что он очень стрёмный. Он Очень стрёмный. закрывается такой палочкой, и ты себя чувствуешь просто не то, что не в безопасности, а максимально на острие опасности, когда поднимаешься. Там высоко еще достаточно, вот прям на самом верху. Это интересные ощущения такие, за недорого экстрим. Но вид, ровном наверное, месте. шикарный, да? Вид шикарный, оттуда видно тот же самый Червак, видно Большой Чимган, который скрыт вот сейчас за вот этим холмом, скажем, Малый Чимган. Открывается вид шикарный. Предлагают на лошадях покататься. Видимо, спросом не пользуются, раз сами подходят. И на квадриках он можно пожогать. Все, что душе угодно за ваши деньги. Лошадьми пахнет, конечно, замечательно. Пахнет? Да, аромат такой. Да. Деревенский. Деревенский. Ну-ка вот ближайшую кабиночку подснять. Вот на такой штуке Александр предложил прокатиться. Между прочим, здесь была первая лыжная база во всех вот этих странах Азии, СНГ бывших. Здесь тренировались еще олимпийские чемпионы в 70-м году, и мне кажется, они поднимались именно на этом подъемнике. Наверное, он Ну не всегда, да? Бывало, серьезного падали. ремонта, да, не претерпевал.
Блин, ну как-то ненадежно выглядит эта вот тема. Итак, ребята, мы остались в ночь. Сейчас выехали в центр города. Катаемся на самокате, а у Сани, вот я подсвечиваю лицо свое самокатом, а у Сани получается доска, ну как он, маунтборд, он сказал. Короче, как скейт, только электроскейт. Вот мы приехали к башне, вот телевизионная. И еще здесь воспоминания с детства. Саня говорит, что больше таких в городе он не встречал. И это, наверное, единственное место, где канатная дорога вот эта вот осталась. В детстве просто я помню, что когда мне было лет 5, меня мама сюда привозила. И я помню, вот канатная дорога такая, над деревьями едешь, получается. И был парк аттракционов. Ну, парк, он говорит, закрытый уже. Мы решили, что на самокатах будет интереснее осматривать город, да и пробок нету. Так, самокат взяли на час. Вот тут вот, блин, не знаю, насколько будет видно. А здесь вот такая вот канатная дорожка. И здесь такая кабинка, короче. И она вот, она длится туда-сюда. Саня, в общем, едет на своей доске. Посмотрите на это, как на нем вообще можно ездить. А я свой байк поменял вот на двухколесного самокатика. Но тоже два колеса, тоже неплохо. И вот Саня говорит, это не Амир Тимур, а Амир Тамерлан. Правитель самый там их главный. Но я толком ничего не знаю. И вот на фоне гостиницы, как в Москве. Космос, да, в Москве называется? А тут как называется? А, Узбекистане же написано, надо читать просто. Ну, пока продвигаемся по городу, катаемся и изучаем Ташкент вечерний. Уже ночной скоро будет. Итак, доброе утро, ребята. Новое включение, новый день. Сегодня 20-й день моего пути, путешествия. Вчера мы накатались, заехали, поели самсы. Но что-то самса оказалась, мне кажется, не та, которую я ожидал, которую я ел 30 лет назад. И Александр говорит, да вот около дома есть такое же место. Сегодня я хотел бы вообще уехать, в принципе, в сторону дома, но Александр говорит, что когда ты еще побываешь в Ташкенте, ну, в Узбекистане, говорит, оставайся, ты меня там не затруднишь, все нормально. И, в общем, говорит, оставайся, вот тебе возможности, ну, в виде там денежных средств, там, помог разобраться. Плюс еще подсказал, куда ехать, где что смотреть. Вот я хочу поехать в центр города, вот сесть на маршрут, такой двухъярусный автобус, проехать по городу, посмотреть экскурсию, не знаю, что там получится запомнить, посмотреть и так далее. И вот сейчас хочу около дома, здесь есть самса, купить ее, вот, ларечек, посмотреть. И сейчас снять денежек и поехать на метро в центр. Там еще осмотреть рынок. Ну и, в принципе, такая прогулка в одинокого, да, сегодня. Сегодня Саня на работе, так что я буду в одиночестве путешествовать. Ну, а завтра уже, если все получится и все пойдет по плану, с утра прям выезжать на границу и ехать уже в сторону дома. Никакая не Киргизия, резина уже плачет прям. Я надеюсь, что мне ее хватит. Но пока видение такое. Пойдем за самсой. Блин, она и выглядит не так. Мне кажется, по вкусу тоже не такая. Еще кроме самсы взял вот такой блинчик. Типа шоколад с бананом. Не знаю, что это за... Все стоит по 7000 сум. Может быть, самса была бы вкуснее, если бы я ее взял с мясом. Но я взял с курицей попробовать. Не стал налегать на все сразу. Думаю, здесь попробую, там попробую. Возможно, где-нибудь найду тот вкус. Но пока не было взрыва такого, знаете, типа я попробовал ту самую самсу с детства.
доехал на метро до центра города. Сейчас в гостинице «Узбекистан» опять нахожусь. Здесь дорожное движение остановили, полицейские стоят. Видимо, кого-то ждут, кого-то пропускают. Сейчас нам надо найти автобус срочно, двухъярусный, экскурсионный. Еще хотел поделиться таким интересным фактом, то что у нас такого я не видел, не замечал. Вот, чувствую себя белкой из ледникового периода, когда эти желуди падают практически тебе на голову. Но здесь это постоянное такое явление. Вчера нас тоже чуть не пришибло. Вот, хожу, собираю. Интересный такой. О, поехал. Кто-то там. Оп-оп-оп. И все, что ли? Такое ощущение, как будто ты возвращаешься в 90-е. Но я тогда был маленький. Но, скорее всего, 2000-е. Постройки такие советские. Метро такое старое еще. В Москве-то уже, блин, совсем другие вагончики, совсем другие станции. Тут как будто в прошлое вернулся. Вот так вот дядя полицейские перекрыли дорогу. Кого-то ждут, видимо. Какой-то экипаж проезжает там в сопровождении мотоциклетной гвардии. Но здесь вот в центре, конечно, не так, как вчера я вам показывал. Окраина Ташкента. Немного иначе, все чисто, ухожено. Осталось найти мой экскурсионный автобус. Может быть, это вот он стоит. Двухъярусный. Должен быть автобус. Ну, не знаю, пойду поищу. Время поджимает. Должен отходить через 3 минуты. Получилось так, что сегодня, именно сегодня, когда я решил это сделать, они, видимо, работают немного по другому графику. И надо было ждать до часу. Сейчас время первый час, минут 20, наверное. И я решил, думаю, ну там 1,5 часа было ожидание. Думаю, пойду-ка я погуляю. Ну все, я пошел в сторону канала. Анхор канал называется. Красивое место здесь. И иду, думаю, ну сейчас обойду немного и пойду обратно. Все, шел, тут резиденция президента, короче, и капец. Я иду, и он уже не заканчивается. Я сейчас, походу, опоздаю, пока я хожу тут гуляю. Канал красивый. Какой он еще может быть, да? Деревья, парки. Ну, здесь деревья такие большие. Ну, я, конечно, их пробежал уже, вам не показал, фотки приложу. Они прям необъятные. Там попадались березки, дуб, очень большие, очень большие. Это напоминает, знаете, в Турции прям здоровые, такие высоченные деревья, не сравнить, которые растут у нас, конечно. И канал такой тоже голубоватый, зеленоватый. Уточки вон. Хожу и просто вот наблюдаю вот за деревьями, какие здесь парки. И, блин, ну, диву даешься, да, вот когда давно я был в Турции, тоже там удивлялся, какие высоченные деревья. Не то, что там наши мелкие такие березки. Тут смотришь, и даже листочков не видно, насколько они далеко расположены. Гуляешь, солнечная там страна, много солнца, жарит и так далее. Но по парку пройдясь, все в деревьях, вот, ну, все в зелени, и прикольно то, что ты идешь по тенечку, и не так жарко, еще и канал рядом, вообще освежает нормально. Так что будем торопиться, на автобус надо успеть, и еще надо перед этим где-нибудь испробовать новый божественный самсы. Изразцы с прекрасной каллиграфией со строками из священного Корана выполнены по эскизам узбекских каллиграфов. Потолки и михраб, ниша, указывающая направление священной для мусульман Каабы, главного зала, оформлены в стиле самаркандской жемчужины, мечети Тель-Коре из ансамбля площади Регистан. Тимур с территории Ближнего Востока.
Между медресе Баракхана и медресе Муи Мубарак находится мечеть Телля-Шейх. Экскурсия, конечно, на автобусе это весело. Но меня укачивает, и я еду и половину не слышу, засыпаю уже. Остановились у мечети Хазрати Имама, вот позади осталась мечеть, с той стороны вход, а я пошел смотреть медресе. Мне все было интересно, как она выглядит, орнамент и все такое. В принципе, я бы не сказал, что она чем-то отличается. Медресе — это следующая форма обучения у них после школы, среднее, я так понял, мусульманское учение какие-то. Я просто хотел посмотреть, как это все снаружи выглядит, пока автобус возит, пока он остановился, дает возможность, надо бежать и осматривать. Возможно, сам я уже не попаду на такое место, но пока есть возможность, надо это успевать делать. Так, такой вот орнамент. Вот такие. Что-то продают. Купол. Вот этот. Площадь выглядит так, вот детишки ходят. Там новая мечеть строится. Детям интересно все. Ну, пойдем, зайдем вовнутрь, посмотрим, что там происходит, если пустят нас. А вот внутренний двор. Мне Александр говорит, езжай в Самарканд, там смотри. Я говорю, мне и новоделы пойдут, которые в Ташкенте. И не обязательно старые постройки видеть. Плюс-минус масштаб понятен. Архитектура ясна. Этого мне достаточно. Если бы это был какой-то природный объект, можно было бы, может, изгонять. Но с таким движением, с таким ПДД, к сожалению, у меня нет желания вообще передвигаться по Узбекистану. Взял мороженку. Надо бежать в автобус, пока он не уехал. Ну и в мечеть зайти мне нельзя, потому что я сегодня налегке. Ну, в футболке-то, может, пропустят. Но там обычно, как бывает, типа тряпки укутываешься и проходишь. А сегодня просто в шортах, в облегченном варианте. Застежки эти, подстежки забыл. Ну, с собой не стал брать. Зачем мне в жару такой? Что я в мечети не видел. Ладно, до следующего в автобусе увидимся. У нас очередная остановка. Я пытаюсь хоть как-то активничать. Вышел, короче. Тут место Сазуката. Ну, как место. В общем, ремесленник занимался резьбой по дереву. И я так понял, город выделил место какое-то, его творчество, и объединил все это в единое. И вот выглядит сооружение. Такая вот резьба по дереву. Говорят, типа он много людей обучил. Его работу можно было отличить от остальных. Но раньше это все рукотворно было. Эти своды там. Сколько интересно это времени раньше занимало. Вот так вот. Рисунки такие делать, вырезать. 10 минут дали, времени, конечно, в обрез. Еще с той стороны есть колонны такие железные. Солнышко не дает, купол там.
Короче, объединенная какая-то композиция. Здесь и мечеть собрана, и вот эти резные, и вот эти 18 что ли века строения. Короче, реставрируют, делают. Все прям в панике носятся, пытаются успеть что-то за короткий промежуток времени нафоткаться. Я так вышел, на чили, на расслабоне. Ну, не успеем и не успеем. Ну, что делать? Вот поэтому я и не люблю никакие экскурсии, никакие покатушки. Вон. Первый раз вот решил. Вот сколько в городах был, сколько я путешествую. Первый раз обзорную экскурсию беру по городу на автобусе. Да, есть моменты интересные, вот, ну, более-менее вот такие вот, да, где мечеть, там, здесь. Но в основном едешь, там, тебе в начале тоже было, да, по кольцу проехал, 2 минуты интересно, потом тебе едут, говорят, институт слева, банк справа, здесь вот ресторан, можете поужинать, пообедать, у нас там какие-то скидки там партнерские и так далее. Ну зачем мне вот это? Лучше же заехать куда-нибудь на перевал, посмотреть гору какую-нибудь интересную, где-нибудь шмякнуться, в грязь залезть, там, я не знаю, смазчик показать, еще что-нибудь, ну, экшен, а не вот это вот все. Вот так вот у нас тут выглядит городок. Это кто любит города смотреть, пожалуйста, вот, постройки вам. Движемся дальше, посмотрим, что нам еще покажет. В Ташкент во время Второй мировой войны. Также здесь расположена одноименная станция метро Халклар-Дустлиги. В период Второй мировой войны в Узбекистан было эвакуировано около 1,5 миллиона человек. Около 200 тысяч человек из числа эвакуированных в республику составляли дети. Нашел кафешку напротив гостиницы Узбекистан. Вчера мы здесь проезжали. Сегодня иду, вижу, короче, кучу студентов атаковали здесь местные вот эти вот забегаловки. Я думаю, если они здесь едят, студенты, значит здесь вкусно. Ну, походу, мне не суждено найти эту самую самсу. Ингредиенты вообще, как, мне кажется, не те. И вот сколько я уже их попробовал. Просто до автобуса я не успел, времени было в обрез. И решил вот сейчас взять самса. Вот этот с ливером, я так понял. Здесь есть соус такой, кофе. 3 в 1. Пробую, дегустирую местное блюдо, короче. Но самса с детства, походу, останется самсой в детстве. Сейчас, в общем, поем, да, выдвигаюсь в сторону рынка. Может, там что-нибудь найду. Ну и по рынку пошариться, посмотреть вообще, что местные продают, что есть. Может, какие-нибудь сладости, фрукты, еще что-нибудь набрать на вечер себе. Попробовать хоть что-то. Ты за всю дорогу обычную еду ешь и быстрее едешь. Здесь хоть удалось пару дней там потусоваться. Желудок хоть более-менее нормализовался, и можно что-то хоть попробовать. Как говорится, до следующего самсопоедания. Лягушка добралась до дома. Сейчас только зашел домой, решил поделиться с вами своей прогулкой, поездкой. Что удивило, но я не знаю, насколько цены, конечно, у нас в Тюмени соответствуют. Но, мне кажется, у нас дороже будет. Короче, взял, сейчас будет шебуршать, вот такой кусок винограда. А тут около дома на остатки денег. И пару таких, персик немного битый, короче, пару персиков таких. Как вы думаете, сколько стоило? Ну, короче, я отдал за это 21 тысячу. Да, 21 тысячу, но это где-то по нашим 150 рублей. Вот, а пока еще подымался, у соседей намутил инжир, короче, с огорода. Они говорят, берите, берите. Но я, блин, не устоял, взял парочку. Вот. А еще. Я весь день не только же ходил по городу и смотрел там на красоты, и любовался там и все такое.
Но хотел, конечно, из Таджикистана, из Киргизии, короче, набрать что-нибудь родным. Но у меня, как обычно, я пролетаю все и особо не торможу. А когда хочется, думаешь, да попозже. Я вот думал, в Киргизию обратно я вернусь и там куплю. В итоге, когда туда ехал, думаю, потом. И в итоге вот потом не настало, походу. Может, в следующие разы только. Я хотел отцу купить, как она называется-то, колпак, короче, местный головной убор. Но, думаю, позже и не купил. Пришлось вот такой купить в Узбекистане головной убор местный, чубитейка. Одной женщине говорят, модно сейчас, ну, похвастаюсь, не знаю насколько, ну, типа шелкового халата. Вот такая штука, короче. Не знаю, узоры искал. Ну так, ремешок. И второй женщине купил тоже. Короче, женщинам сейчас мне потом предъявят, кто тут женщина. Такой, короче, тоже наряд. Думаю, чем с пустыми руками. Много места в кофре не займут. Мне говорят на базаре, говорят, а что себе что-нибудь возьмите? Я говорю, у меня все есть. Ну, взял себе на холодильник магнит. Думаю, достаточно и этого. Мне главное повидать самому это все дело и показать вам, как бы такого лишнего мне, ну, как лишнего подарков, короче, ничего такого не надо. Мне главное, чтобы мотоцикл работал, бенза хватало, еды тоже я не голодал, со здоровьем порядок, и я живой, здоровый, и мотоцикл целый, доехали до дома. Вот. И вот виды, и все, и больше мне ничего не надо. В общем, подарки есть. Город маломальски осмотрен. И сегодня я буду, немного собираться. Как-нибудь соберусь с Саней, надеюсь, как-нибудь рассчитаюсь за его доброту, за все такое, за гостеприимство. Очень рад такому знакомству, конечно. Ну, конечно, кто не будет рад, когда тебя приютили, накормили, напоили, поводили за ручку, грубо говоря, денег дали и сказали, на, иди погуляй там, посмотри на город. Вот, очень-очень благодарен. И будем как-нибудь с ним вопрос решать. И завтра уже, наверное, я на границу выскакивать через Казахстан 2500 километров и постараюсь, не как с Алтая за 30 часов доехать без сна, да, там, грубо говоря, постараюсь за 2 присеста, наверное, осилить. Меня расстроил тот факт, что резина закончилась, еще дни поджимают отдыха, да, межвахты, плюс с деньгами тоже Саня помог, спасибо. Плюс еще автосмазчик, начал моросить, здоровье немного подводить. Вот это все в ком. И я решил, что Кыргызстан он мне понравился. Мне все страны понравились. Немножко, кроме Казахстана, да. Самому Казахстану проблем таких нету, вопросов. Есть там красивые места, до которых я не смог доехать. Есть те, которые доехал тоже. Но есть нюансы, которые вот дали немножко такой ложки дегтя. Таджикистан я вернусь, наверное, когда починят дорогу, сделают прекрасный асфальт. А Кыргызстан я вернусь в ближайшее, надеюсь, время. И Узбекистан, возможно, тоже когда-нибудь проедем полностью. А сейчас будем готовиться, выезжать и так далее и тому подобное. Мы еще увидимся с вами. Возможно, даже сегодня. Так что, как говорится, может до завтра, а может до следующего включения сегодня. Так что давайте спокойной ночи. Увидимся, если что. Увидимся.